Рамен — это тот суп, который мы очень часто встречаем в массовой культуре. И это не просто так, ведь это блюдо обожает полмира. Обычно процесс его приготовления относят к сложным, что очень часто становится преградой для любителей готовить дома. Но сегодня я вам покажу самый простой и самый быстрый рецепт этого знаменитого японского блюда. Ну а с вами, как обычно, Денис Ким, и я рад вас всех приветствовать на канале Foodcore. Итак, думаю, важно сказать, что сегодняшнее блюдо очень сложно назвать настоящим японским раменом. Однако это не значит, что оно будет невкусным. Будет, да еще каким. Суть настоящего рамена, как правило, в бульоне, который варится на основе свиных костей целых 10 часов. Есть очень много тонкостей и нюансов в приготовлении бульона, а также добавок, которые идут к этому блюду. Но это тема для отдельного видео. Но так как вы любите простые рецепты, сегодня я вам покажу версию, которая готовится буквально 15 минут. Но перед тем, как мы начнем готовить, хочу порекомендовать вам спонсора сегодняшнего видео, а именно компанию Jimmy и их ручной пылесос. Jimmy GV65 превратит любую уборку в квартире в быстрое и практически бесхлопотное занятие. А благодаря малому весу модели вы совсем не устанете, пока будете наводить порядок. Пылесос обладает большим количеством насадок, благодаря которым вы сможете убрать пыль из труднодоступных мест. Очистить любой вид мебели, будь то диваны, шкафы или даже домашняя техника. Также есть насадка для влажной уборки, что особенно хорошо для устранения загрязнений на полу вашей кухни, образовавшихся во время приготовления еды. Емкий аккумулятор обеспечивает Jimmy GV65 до 70 минут автономного функционирования. С этим замечательным пылесосом ваша жизнь станет комфортнее, процесс уборки станет проще, а у вас появится больше свободного времени для себя и своей семьи. Подробнее ознакомиться с пылесосом, а также оформить покупку вы можете по ссылочке в описании под роликом. Ну а мы приступаем к готовке. На экране, как обычно, представлены все необходимые ингредиенты. Можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и идти в магазин. В описании под роликом тоже есть этот список, а также ссылочки на мои социальные сети. Готовим сегодня одну порцию. Итак, как обычно, начинаем с нарезки овощей. Первым нарежем зеленый лук. Его делим на две части и мелко шинкуем. Плотную белую часть мы оставим для жарки, а зеленую для добавления уже в готовое блюдо. Следующий нарежем капусту бок-чой. Друзья, ее надо хорошо промыть, а после отрезать основание. Если капуста большая, то листья поделить вдоль на две равные части. Если капуста небольшая, то не делим. Друзья, если в вашем магазине нет такой капусты бок-чой, то ничего страшного. Просто замените ее на пекинскую капусту, либо на шпинат, или вообще возьмите свежий лист салата. Тоже будет вкусно. Следующим измельчаем чеснок. Можете воспользоваться прессом для чеснока, а можете измельчить с помощью ножа. Копченую грудинку нарежьте на не сильно толстые пластины. Я добавляю обычно по 2 таких пластины на одну порцию. Но вы можете добавлять больше или меньше, на свой вкус. Следующим этапом сварим лапшу. Лапшу можете выбрать любую, но только именно пшеничную. Рисовая или крахмальная сюда не подойдет. Я взял яичную. Как только вода закипит, выкладываем вариться лапшу. Варим примерно 5 минут. Уточняйте время приготовления в инструкции на упаковке, так как у разных производителей оно может отличаться. После того, как лапша сварилась, нужно достать ее и промыть под холодной водой. Это очень важный шаг. Так мы остановим процесс варки, и лапша не разбухнет. Будет упругой, красивой и не будет слипаться. Далее в этой же воде нам надо сбланшировать капусту. Просто кладем ее в кипящую воду и держим там 30-40 секунд. После этого достаем. Если у вас пекинская капуста или шпинат, то делаем точно так же. Если листья салата, то не обязательно. Ни один рамен не обходится без вареного яйца. У меня на канале есть видео, как варить и мариновать яйца. Можете посмотреть по ссылочке в описании. Итак, вода закипела, кладем яйцо и варим 6 минут. Именно столько времени нужно, чтобы белок схватился, а желток был не вкрутую. Советую первые 2 минуты регулярно помешивать яйцо. Если делать так,
то желток у вас будет ровно посередине яйца. После того, как пройдет 6 минут, достаем и помещаем яйцо в воду со льдом. И даем остыть. Либо оставьте под проточной холодной водой. Если не сделать этого, то яйцо будет долго остывать, желток сварится и скорлупа будет плохо отходить. Итак, мы уже почти на финишной прямой. Надо приготовить заправку для бульона. Берем сковороду, добавляем столовую ложку растительного масла и выкладываем жариться лук. Жарим секунд 30 и следом кладем жариться чеснок. Его тоже жарим секунд 30 и далее кладем столовую ложку красного перца кочукару. Перемешиваем и выключаем плиту. У нас получилась ярко-красная перечная заправка. Если у вас нет красного молотого перца кочукару, то можете заменить его красной паприкой, либо обычным красным молотым перцем. Но только добавляйте его в 2 или в 3 раза меньше. От этого, кстати, может пострадать цвет, поэтому можете смешать красную паприку с красным молотым перцем, а уже потом добавлять его жариться. Далее на сковороде без масла нужно обжарить копченую грудинку. Этот шаг не обязательный, но лично я люблю, когда она поджарена и немного похрустывает. Можете сделать это не на сковороде, можете опалить грудинку газовой горелкой. Обжариваем с 2 сторон, выделится лишний жир, а грудинка станет красивой и еще более вкусной. Ну а теперь давайте соберем рамен. Берем глубокую тарелку, на дно выкладываем столовую ложку перцовой заправки, далее добавляем 1 столовую ложку соевого соуса, заливаем сверху куриным бульоном. Если у вас нет готового куриного бульона, воспользуйтесь куриным или говяжьим кубиком. Я в таких случаях делаю именно так. Посмотрите на этот красивый цвет. Теперь кладем лапшу. Аккуратно выкладываем капусту. Поджаренную копченую грудинку. Разрезанное на 2 половинки куриное яйцо. Добавляем мелко нарезанный зеленый лук и можете посыпать кунжутными семечками. Блюдо готово. Посмотрите, какое оно красивое. Подавайте на стол в горячем виде и приятного аппетита! Друзья, это самый простой и самый быстрый рецепт рамена, который вы только сможете найти. Если хотите порадовать себя, впечатлить своих друзей, либо свою половинку, но времени на настоящий 10-часовой рамен у вас просто нет, то либо сводите их в ресторан, либо приготовьте рамен по этому рецепту. Я вас уверяю, вы, ваши близкие, все будут в восторге. Но если вы хотите рецепт настоящего японского рамена, то давайте под этим видео наберем 5000 лайков, и тогда я заморочусь и приготовлю его для вас. Покажу вам все секреты, тонкости и нюансы в приготовлении. Надеюсь, видео вам понравилось. Не забудьте подписаться на канал, если еще не подписаны, поставить лайк, нажать в колокольчик, ну и написать какой-нибудь комментарий. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока.